Когда мы думаем об ужасе или чудовище, мы редко вспоминаем о гусеницах и личинках, но природа знает, как превратить незначительное существо в нечто фантастическое. Представьте крошечную личинку, медленно ползающую по листьям. И через время она расправляет крылья и становится бабочкой или ночной красавицей. Или, скажем, личинка жука-усача, которая годами живет под корой и затем, вылупившись, превращается в насекомое с огромными челюстями и длинными рогами. Это реальность, не сказка. Самые шокирующие превращения среди насекомых видны у семейства перепончатокрылых и жесткокрылых. Некоторые виды проходят стадии, когда они вообще не похожи на взрослую форму. Ползут, плавают, иногда ведут паразитический образ жизни внутри других организмов, а затем вынуждены буквально перестроить свое тело. Части распадаются, другие формируются заново. Это не метафора. Ткани разрушаются и созидаются вновь. Самое впечатляющее – не просто смена внешности, но и переход функций. Органы, система дыхания, даже пищеварение могут перестроиться. Насекомое, питающееся листьями, может стать хищником. Личинки, живущие в воде, превращаются в летающих созданий. Эти превращения шокируют, потому что ставят под сомнение стабильность формы. И вот интрига. У некоторых видов есть редкие отклонения, когда крылья остаются недоразвитыми, либо тело не до конца перестраивается. Подводный мир – это арена самых невероятных превращений, о которых большинство людей даже не догадывается. Личинки морских беспозвоночных могут плыть как медузы или планктон, затем оседать и становиться кораллами, моллюсками или морскими звездами. В ранней стадии формы часто прозрачно-жгучие, с щупальцами и тонкими органами, а взрослая форма тяжелая, массивная, скрытая под раковинами или панцирями. Один классический пример. Морские брюхоногие моллюски, в которых личинка плавает, питаясь планктоном, а становясь взрослой формой, пересаживается на дно, растет и начинает питаться водорослями или даже хищничать. Интригующим является изменение окраски. В молодости многие морские рыбы и беспозвоночные окрашены ярко, чтобы отпугивать хищников или маскироваться на фоне планктона. Взрослыми они становятся тусклыми, чтобы сливаться с дном. Некоторые организмы в молодом возрасте ведут дневной образ жизни, а взрослыми – ночной, меняя и органы чувств. Подводный заговор превращений происходит буквально перед глазами, но проходит незаметно. Самое важное – эти трансформации не фантазия. Эволюция выработала стратегию, где каждый этап жизненно необходимый. И вопрос остается, почему одни виды настолько радикальны в своих превращениях, а другие едва меняются? Когда животное серьезно пострадало, сломанное крыло, утраченная лапа, поврежденная спина, многие теряют шанс на выживание. Но есть истории, когда природа берет реванш, осязаемые изменения, адаптации и восстановления, которые удивляют ученых. Например, птица, лишившая перо или часть крыла, может заново отрастить перо или приспособиться к полету, изменив стиль взмаха. Рептилии, утратившие часть хвоста, отрастают новым хвостом, иной формы и цвета, иногда с измененной текстурой. У млекопитающих после ампутации конечности часто развивается ложная конечность. Ткань, которая напоминает протез, помогает частично выполнять функции. В дикой природе такие случаи – редкость, но встречающиеся. Эти трансформации – не мелкие корректировки, а кардинальные изменения тела и поведенческих схем. Знаменитая история слона, который потерял часть хобота, он научился использовать остаток хобота и губу как новый инструмент. И это не просто приспособление, это новый органофункциональный режим. Каждый такой случай – вызов устойчивости организма. И природа показывает, как можно адаптироваться, перераспределяя ресурсы и менять тело. Человек веками вмешивается в развитие животных, формируя породы, гибриды, изменяя внешность и функции. Домашние собаки, куры, лошади – все это результат множества поколений селекции. Люди отбирали признаки – шерсть, цвет, сила, скорость. Гены животных адаптировались под желания человека. Гибридизация, скрещивание разных пород или даже родственных видов тоже дает трансформации. Например, гибриды крупных кошек или птиц нередко получают признаки обоих родительских видов – окрас, размер, поведенческие особенности. Иногда такие гибриды оказываются стерильными. Все зависит от генетического набора. У сельскохозяйственных животных часто методом селекции добиваются продуктивных изменений. Мясистая спина у свиней, молочность у коров. Это трансформации, управляемые человеком, но реальные. Болезни, избыточная нагрузка, уменьшенная устойчивость. Интересен момент. Иногда селекция приводит к обратным эффектам. Порода становится уязвимой из-за потери генетического разнообразия. И еще, иногда селекционные эксперименты порождают реальные мутации или неожиданные изменения, которые дополняют или усиливают естественные трансформации.
Один из ярчайших примеров трансформации – переход амфибий из водной стадии к наземной. Личинка-головастик плавает, дышит жабрами, питается водорослями. Затем наступает метаморфоз. Жабы и лягушки перестраивают тело, отрастают легкие, исчезают жабры, формируется позвоночник, ноги вместо хвоста. У разных видов эти этапы могут сильно отличаться. У некоторых головастиков есть остатки хвоста на взрослой стадии, или они частично остаются водными. Бывают виды, которые никогда не покидают воду. Редкие случаи, когда метаморфоз задержан. Интригующим случаем является вид, живущий в засушливых регионах. Личинка может задерживаться в латентном состоянии, впадать в состояние покоя, пока вода вновь появится. Это способность отложить трансформацию, как природная пауза. Почему одни виды эволюционировали так, что метаморфоз обязателен, а другие сделали шаг назад, оставаясь водными? Большой вопрос. Птенец, только вылупившийся из яйца, это уязвимый слабый комок, слабо развитых мышц и почти без оперения. Его глаза могут быть закрыты, координации нет, передвижение случайное. Но всего за несколько недель или месяцев он превращается в мощную, аэродинамически совершенную машину для полета. Оперение, кости, даже центр тяжести – все меняется. Смена оперения особенно удивительна. Первичный пух уходит, уступая место ювенильным перьям, затем взрослому наряду. Иногда смена сопровождается радикальным изменением окраса. У некоторых видов самцы и самки выглядят одинаково в юности, но взрослыми становятся неотличимыми по половой принадлежности. Пример – утки, воробьи. Орлы, строение скелета тоже трансформируется. В юном возрасте птенцы имеют мягкие, хрупкие кости, не способные выдерживать напряжение. По мере роста кости становятся полыми, прочными, легкими. Сердце, мышцы, дыхательная система адаптируются к будущему полету. Интересный феномен. У некоторых видов оперение полностью теряется в взрослом возрасте, как у грифов. У других появляются элементы защиты, когти, клюв с крюком, характерная окраска. Кажется, что все это подчинено заранее написанной программе. Но иногда природа сбивается. Птенец может остаться с ювенильным оперением или не до конца развить крылья. Млекопитающие кажутся нам стабильными. Щенок становится собакой, теленок – коровой. Но если присмотреться, изменения впечатляют. Детеныши многих видов рождаются с другим цветом шерсти. Например, детеныши леопардов могут быть с пятнами, которые исчезают. Или детеныши морских котиков. Белые, а взрослые – темные. Морфология тоже меняется. Размеры конечностей, форма черепа, плотность шерсти – все это адаптируется к возрасту и среде. У некоторых видов, например, у слонов, изменения настолько постепенны, что каждая стадия сопровождается новыми функциями и социальной ролью в стаде. У приматов черты лица становятся более выраженными с возрастом, а поведение более индивидуализированным. Есть и исключения. У некоторых животных половозрелость сопровождается всплеском гормонов, изменяющим тело. У самцов львов отрастают гривы. У многих млекопитающих, от кабанов до горных козлов, развиваются клыки, рога или другие вторичные признаки. Это биологическая трансформация, сравнимая с метаморфозой. Особый случай – человек. У нас тоже есть стадии: младенчество, детство, пубертат, зрелость, старение. И каждую стадию можно рассматривать как самостоятельную трансформацию. Однако в дикой природе такие циклы иногда не проходят до конца. Животные погибают раньше или задерживаются в юной форме. Это называется неоттение, сохранение ювенильных черт во взрослом возрасте. Такое отклонение не ошибка, а стратегия. В некоторых регионах мира трансформации животных происходят не по плану природы, а под давлением среды. Радиация, химикаты, тяжелые металлы – все это может изменить ход развития. Самый известный случай – Чернобыль. Там у диких животных зафиксированы мутации. У некоторых изменения в окраске, у других аномалии конечностей и органов. Ученые обнаруживали, например, насекомых с нестандартным строением тела, птиц с нарушениями симметрии. Промышленные регионы Китая, Индии, США также фиксируют случаи мутаций у рыб, амфибий и мелких млекопитающих. Часто у таких особей нарушена пигментация, замедлен рост или появлялись лишние пальцы. Причина – тяжелые соединения, которые действуют на стадии эмбрионов. Но важно понимать, мутация не всегда видна. В некоторых случаях животное может выглядеть нормально, но не может воспроизводиться. Это делает такие трансформации особенно тревожными, ведь они скрыты. Животные постоянно адаптируются.
И не всегда это мутация. Иногда среда – жара, холод, нехватка еды, хищники – буквально формируют тело животного с рождения. У оленей, живущих в холодных регионах, ноги становятся длиннее, чтобы легко передвигаться по снегу. У птиц, обитающих в жарком климате, клювы крупнее для охлаждения тела. Морские обитатели, живущие в темных глубинах, теряют глаза, как, например, рыбы в пещерах. Все это не мутация, а постепенное давление условий. Адаптации бывают сезонные. У горностая и зайца-беляка мех меняется дважды в год. Летом он темный, зимой – белый. Это не косметика, а ответ на риск быть съеденным. У северных птиц увеличивается слой подкожного жира зимой, а летом исчезает. Иногда адаптации касаются поведения, что тоже влияет на тело. Например, пингвины – птицы, потерявшие способность летать, но получившие идеальное тело для плавания. Или броненосцы, которые развили твердый панцирь как реакцию на хищников. Эти трансформации не такие быстрые, как метаморфозы, но они формируют облик вида. И главное, они происходят прямо сейчас, каждый день. И это дает нам повод взглянуть на конкретные истории. Иногда одна история способна перевернуть восприятие трансформации животных. Такие случаи становятся известными по всему миру. Например, лягушка, у которой выросли дополнительные конечности в загрязненном пруду Миннесоты. Ученые зафиксировали десятки подобных примеров и доказали, это результат заражения паразитами, вызывающими сбои в развитии. Другой случай – собака Фейт, родившаяся без передних лап. Она научилась ходить на задних, как человек. Видео с ней облетели весь мир, став символом выживания и адаптации. Знаменитая история японской рыбы с лицом, напоминающим человеческое. Хотя это результат окраски, зрелище вызывает шок. Такие примеры становятся вирусными, вызывают споры, но главное – заставляют интересоваться биологией и эволюцией. Сюда же можно отнести случаи, когда животные менялись в условиях неволи. Пингвины в зоопарках Южной Америки стали больше и агрессивнее из-за ограниченного пространства. Или тигры в цирках, у которых менялась походка и осанка от жизни на твердом полу. Каждая такая история – это окно в реальность трансформаций. Они не вымышлены, не преувеличены, но есть и такие превращения, которые проходят незаметно. Метаморфозы, которые мы не видим. Не все трансформации можно наблюдать невооруженным глазом. Некоторые из них происходят в недоступных условиях. Под землей, внутри тел, в микроскопических масштабах. Например, у паразитов, таких как ленточные черви или трихинеллы, развитие включает несколько стадий, причем промежуточные формы обитают в одном организме, а взрослые – в другом. Этот цикл – сложный маршрут через тело хозяина, наполненный радикальными превращениями. У насекомых, вроде комаров или оводов, личинка развивается внутри других существ. Человек может даже не подозревать, что внутри него растет организм, кардинально меняющий форму. У насекомых семейства наездников личинка развивается внутри гусеницы, постепенно съедая ее изнутри, после чего вырывается наружу уже в совершенно другой форме. У некоторых земноводных детенышей проводят детство под землей, где полностью трансформируются и выходят наружу уже в виде взрослых особей. Такие превращения долго оставались неизвестными науке. Их обнаруживали случайно, либо с помощью лабораторных наблюдений. Особый интерес вызывают микроорганизмы и простейшие. Хотя они не обладают органами в привычном понимании, они способны кардинально менять структуру, оболочку, способ питания и даже форму передвижения. Некоторые из них, в зависимости от условий, могут превращаться в споры, состояние полной остановки, чтобы переждать опасные времена. Когда факты кажутся слишком странными, появляются мифы. Вокруг трансформации животных сложилось множество легенд и слухов. Например, история о рыбе-мутанте в реках возле химических заводов с двумя головами или флуоресцентной кожей. Некоторые из этих случаев подтверждены, но многие преувеличены или вовсе сфабрикованы. В сети часто можно встретить фото гигантских пауков, собак с крыльями или кошек с человеческими лицами. Большинство таких изображений – результат фотомонтажа, но желание верить в неестественное идет от реального удивления перед природными превращениями. Когда гусеница превращается в бабочку, это действительно выглядит как магия, и поэтому неудивительно, что фантазия людей идет дальше. Особое место занимает теория секретных экспериментов. Например, слухи о животных, измененных в лабораториях военных баз. Такие темы популярны в кино и играх, но в реальности подобные эксперименты либо невозможны, либо засекречены настолько, что доказательств нет.
Ученые, работающие с генетикой, признают, вмешиваться в организм можно, но контролировать все последствия почти невозможно. Иногда в такие теории вплетаются реальные события, как, например, мутации у животных после катастроф или в районах загрязнения. Это создает иллюзию скрытого проекта, хотя чаще всего речь идет о естественной реакции организма на стрессовые условия.